Ребята, я всех приветствую на канале «В гостях у Мишани». Сегодня мы с вами будем делать очень интересное и вкусное блюдо. Это блюдо пряное, оно много лука, много томата, много помидор. И будет это все тушиться медленно в этом соусе. Это помидорно-луковом соусе. И некоторые акценты специй, восточные нотки мы добавим, так как это блюдо в восточной кухне, но это блюдо укоренилось очень хорошо в Средней Азии. В Средней Азии это блюдо называется кайла. Кайла или кайла. Мы взяли 1,5 килограмма вот таких красивых ножек, ребята. Свежие помидоры, томатную пасту. Мы взяли баночку помидора в собственном соку. Много лука. По специям мы взяли чайную ложечку кориандра, мы взяли чайную ложечку черного перца, мы взяли чайную ложечку кумина, мы взяли чайную ложечку паприки копченой и пол чайной ложечки паприки сладкой красной. Ребята, соль, сахар по вкусу. С чего мы начнем готовить наше блюдо? Ну, понятно, давайте раньше включим наш сотейник. Просто нальем 3 столовые ложки масла растительного. В данном случае у нас здесь подсолнечное масло. И пусть себе нагревается. Прежде чем мы начнем обжаривать ножки, мы их помыли, конечно, очень хорошо. Давайте мы их раньше немножко посолим. Этим специям будем пользоваться. Давайте перемешаем специи немножко и посыпем немножко наши ножки. В этой специи они будут мариноваться. Вот так. Давайте мы их немножко перемешаем, промассажируем, чтобы все впиталось. Вот так, ребята. И поставим их в сторонку, пусть они маринуются. Масло нагрелось. Ножки промариновались. Давайте их поджарим со всех сторон. Это будет обалденно. А чтобы придать этому блюду запах костра, мы помидоры будем запекать на гриле, на открытом огне. Придать аромат блюду. Вот так. И пусть они все спокойно жарятся. Пусть себе жарятся. Вот, ребята, не теряя время, мы будем с вами запекать помидоры на гриле. Как вы видите, я взял большие помидоры. Пока ножки обжариваются, а помидорчики запекаются, давайте мы с вами нарежем лук. Репчатый лук мы порежем четверть кольца. Моя любимая нарезка — четверть кольца. Лук-порей можно порезать кольцами или наполовину, на пол кольца. Друзья, мы нарезали лук, да, обжарим ножки с двух сторон, мы их вынем и будем обжаривать наш лук. Давайте посмотрим наши помидоры. Ну да, уже перевернули помидоры, помидорчики запекаются полным ходом. И пересыпем лук в блюдо, чтобы освободить место для наших шикарных ароматных помидор. Вот перемесили лук на блюдо, чтобы он нам не мешал. Будем сейчас нарезать, чистить и нарезать помидоры. Ох, кстати, они подрумянились у нас. О, красивые стали. Шикарный цвет. А запах какой от наших специй стоит. Значит, ребята, специи мы будем давать в 3 этапа. Первый этап мы мариновали мясо.
Второй этап мы будем давать специи, когда мы будем обжаривать помидоры, лук, томатную пасту. И третий этап специй мы дадим, когда блюдо почти будет готово. За 15-20 минут до готовности, будет до выключения блюда, мы добавим зелень и остальные специи. И чеснок, конечно. Готовы. Посмотрите, какая красота. Отлично. 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 Видите, какие хорошо у нас. Видите, как они хорошо у нас запеклись. Вот это они придадут запах костра. Плюс копченая паприка придаст запах костра нашему блюду. В Средней Азии, в Узбекистане, Казахстане, Таджикистане очень любят это блюдо. Это курица, которая томится в луково-томатном соусе. Друзья, помидоры, смотрите, как запеклись. Ароматный, запах обалденный. Ах, какой ароматный помидор. Давайте мы почистим их. И посмотрим в другую сторону. Еще немножечко. Еще чуть-чуть, ребят. Пусть зажаривается лучше. Помидорчики у нас сейчас остынут. И сделаем рваные помидоры. Ребята, посмотрите, какая-то красота. Какие уже ароматы идут от наших специй. Идеально шикарное блюдо. Это блюдо называется кайла. В этом блюде нет перевода этому блюду, что означает кайла. Кайла – это просто описание блюда. Это курица, ребята, которая томится в овощах. Это помидоры и лук. Значит, что мы будем делать с помидорами? Давайте мы возьмем плодоножку. Вот так. Оставим только нежную часть мы возьмем, а жесткую часть мы оставим, выкинем. Вот так, ребята, мы сделали рваные помидоры. Подзолотились со всех сторон, прожарились. Давайте их будем вынимать и вместо них будем забрасывать лук. Вот так, ребята. Давайте забросим лучок. Вот. А чтобы курочка наша не остыла, мы ее положим в гриль. У нас гриль еще теплый. Пусть она будет в гриле. И начнем обжаривать наш лук, ребята. Лук будем обжаривать до прозрачности. Добавим немножко маслица. Обязательно накроем крышкой и пусть тушится под крышкой. Потом, когда будет достаточно воды в луке, мы откроем крышку и пусть жидкость эта выпаривается. Заодно и лук протушится под крышкой. Ребята, ножки у нас отдыхают пока. Это важно, чтобы они сильно не остыли. Ребята, давайте добавим соль в лук. Поможем ему избавиться от лишней воды. Сейчас соль с него вытянет воду. И только тогда он начнет жариться, ребята. И вот засыпаем второй этап, специи засыпаем во втором этапе. Вы знаете, что специи раскрываются лучше, конечно, в масле. Мы эти же специи
Добавим масло. И это мы оставим на третий этап, на завершение. Вот какие запахи, смотрите, какая красота. Наш лучок начал карамелизироваться, вы видите? Это получается, ребята, очень красиво и очень вкусно будет. Мы должны этот лучок довести до состояния соуса. Он должен тушиться еще примерно минут 20-25. Давайте закроем крышкой. Вот так. И пусть себе тушится под крышкой. Он так быстрее размягчится. Посмотрите, какой лучок у нас получился, ребята. Он стал прозрачный. Он начинает превращаться в соус. Он не сгорел. Он протушился. Сладкий аромат. Лучок карамелизировался. Обалденный запах с нашими специями. Обалденный запах. Который стал развариваться и превращаться в соус. Друзья, пока мы здесь занимаемся луком, карамелизируем лучок, я хочу вам пожелать всем хорошего Нового года, здоровья. А главное мира, ребята. Мира и здоровья, а больше ничего не надо. Ни деньги, только мир и здоровье. Это самое главное, что нам надо. И больше ничего. Поблагодарить своих подписчиков. Огромное вам спасибо, что вы подписываетесь на мой канал. Большое всем человеческое спасибо. Кто просто смотрит и ставит лайки, тоже большое спасибо. Ребят, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Рецепты очень вкусные. А главное, ребята, пишите комментарии. Мне будет очень интересно, если вы хоть раз сделали такое блюдо узбекской кухни. Кстати, среднеазиатская кухня, она очень вкусная. И всегда готовьте с хорошим настроением и с улыбкой. Лучок уже прокарамелизировался. Посмотрите, как он превращается. Он же практически превратился в соус. Вы видите? Мы вот сейчас добавим масло. Ложку столовую. Давайте добавим томатную пасту. Для того, чтобы томатная паста раскрыла себя лучше в блюде, чтобы не было металлического привкуса, я вам советую просто пасту прижарить в маслице, и тогда ее можно вмешать в лучок. Она и по-другому раскроется. Она и станет намного вкуснее. Давайте ее немножечко вот так ее. Дадим ей возможность немножко прожариться, протушиться. А лучок, посмотрите, какой лучок у нас. Видите, он начинает золотиться уже. Он у нас был коричневый, карамелизированный, но не горелый. А сейчас он начинает жариться у нас, ребята. Посмотрите, какая это красота. Вот видите, золотая корочка появляется уже. Золотая корочка, ребята, на луке. Это будет блюдо обалденно вкусное. Вот, ребята, сейчас мы мешаем нашу пасту с луком. Обратите внимание, делаем однородную массу. Лук практически уже разварился, ребята. Но у нас еще есть наши рваные помидоры, те, которые мы с вами рвали. Помните, делали на гриле? Я оставил горелую кожицу, она придаст, эта кожица, она придаст нашему блюду запах и аромат костра. Давайте мы еще немножечко, хотя бы минутки две. Вот сейчас давайте возьмем стороночку и вольем наши помидоры, которые мы жарили на гриле. В этом блюде должно быть очень много помидор и лука, ребята.
И это все мы должны протушить хотя бы минут 15, ребята. Давайте я перемешаю хорошо. Пока оно будет все тушиться, у нас есть пол ложечки базилика. Давайте мы накроем, пусть проварится. Когда оно проварится еще минут 15, прокипит вот так вот, нежно прокипит. Мы сейчас сделаем маленький огонь, протомиться, будем говорить так. Мы добавим помидоры в собственном соку еще в это блюдо. Давайте закроем. Пусть томится, а мы тем временем наведем порядок на нашей кухне. Смотрите, какая у нас красивая, шикарная подлива получается. Видите, как все разваривается, превращается все в соус. Сейчас мы добавим с вами еще помидорчики в собственном соку. Вот мы добавили помидоры в собственном соку. Дадим грамм 100 воды. Нальем 100 миллилитров воды, ребят. Вот так все перемешаем. Добавим один чесночок. Один, просто мелко его нарежем. Вот так. Пусть там все протушится, а в конце мы добавим и чеснок, и зеленушку добавим. Еще минут сейчас 10 протушится помидоры в собственном соку. Мы все это прогреем и добавим базилик. Пол чайной ложечки. Это будет достаточно. И хорошо перемешаем. А еще, ребята, для насыщенного вкуса мы добавим аджику, которую я сам приготовил. Кстати, аджика есть на канале. Называется аджика с историей. Всем рекомендую. Очень вкусная аджика. И протомим наш соус еще хотя бы 10 минут. Пусть познакомятся все вкусы между собой. Попробовали на соль, всего достаточно. Ну и как же без зеленушки, без лука, петрушки и кинзы. Сейчас мы нарубим мелко кинзу, петрушку и лук и разделим нарубленную зелень на 3 части. Первую часть мы дадим вместе с курицей, вторую часть по приготовке блюда за 10 минут до готовности блюда, третью часть мы дадим при подаче. Смотрите, вот такую перину будем погружать в нашу курочку. Ароматную перину, нежную, пряную чем-то. Вместе с тем сладкую. Давайте мы все это сейчас положим. И будем томить до готовности курицы, ребят. И обязательно сок. Обязательно сок. Смотрите, ребят. Значит, наша курочка уложена в соусе. Мы придадим соусу более аромат. Добавим зеленушку. Тут у нас и лучок зеленый, и петрушечка, и кинза. Вот так. Ребята, будем до загустения соуса будем томить. Значит, делаем маленький огонечек. Где-то градусов 90, но до 100, чтобы не кипело. Прикроем и на минут 40-50 забудем. Ну, иногда будем приходить, посматривать. Друзья, мы забыли еще один важный ингредиент. А вы мне не напомнили. Посмотрите, какое красивое блюдо, какие цвета. А аромат обалденный. Просто обалденный аромат. А перчик зеленый, остренький. Дадим большой. Я очень люблю, когда в блюде есть острый перчик.
Смотрите, ребята, какое шикарное у нас томится блюдо. Мне еще повезло сегодня с погодой. Сегодня весь день у нас лето. 25-26 градусов. Но завтра уже обещали дожди и резкое похолодание. Так что сегодня, пользуясь моментом, решил приготовить такое шикарное блюдо. А завтра, если будет дождь и будет холодно, мы с вами приготовим идеальную шурпу. Шикарное ароматное блюдо, ребята. Запах обалденный, вам просто не передать. Для того, чтобы почувствовать вкус и аромат этого блюда, вы приготовьте по моему рецепту, и вы просто получите удовольствие. Прошло 40 минут, взглянем на наш шедевр. Вот, ребята, наш шедевр томился в течение 40 минут. Мы сейчас финальный штрих добавим зеленушку с чесночком. Дадим еще провариться ему минут 5, выключим, и пусть отдыхает, набирает сил еще минут 10. А когда будем пробовать, обязательно включимся и попробуем этот шедевр с вами вместе. Вот такое шикарное блюдо, ребята, у нас получилось. Запах обалденный. Очень красивое блюдо. Соус загустел, мясо протомилось. Мягкое, нежное, сочное. Обалденно. Осталось нам только снять пробу, попробовать, ребята. Давайте мы снимем пробу. Давайте мы аккуратненько возьмем. Я думаю, в одной ножке, во всех ножках одинаковый вкус. Одной ножки на пробу хватит. Давайте возьмем густую подливу нашу. Вот так. Смотрите, какая подлива, ребята. Густая, насыщенная. А запах стоит, Ален, скажи. Вообще, вам не передать. Запах вкуснейший. А блюдо... Не только пахнущий, но и вкуснейший. А блюдо какое, посмотрите, какое блюдо шикарное у нас получилось, ребята. Посмотрите. Посмотрите. Это золото в тарелке. Давайте попробуем. Да, кстати, это блюдо можно кушать и с рисом, а также и со свежей лепешкой. С любым гарниром. Да, с любым гарниром. Давайте присыпем немножко зеленушки. Создадим картинку красивую. Вот так. Посмотрите, какая красота. Какое красивое блюдо, ребят. Видите, как? И давайте, наконец-то, его попробуем. Начнем, я думаю, с мяса. Давайте мы попробуем с мяса. Ох, какое мясо. Посмотрите, какое шикарное мясо. Сварилось мясо идеально. Сочная булочка, посмотрите. Ребята, сказать, что вкусно, это ничего не сказать. Вкус, ребята, идеальный. Мясо очень вкусное, сочное. Обалденное мясо. Давайте попробуем подливочку нашу. Вот так ее ребята и кушают. Точно вот так. Ребята, подлива нежная, ароматная. Чувствуется вкус лука, но не текстура лука. Лук разварился, превратился в подливу. Ребята, пользуйтесь этим шикарным рецептом этого шикарного блюда узбекской кухни и восточной кухни. Очень шикарное блюдо.
Всем мира, добра. Ребята, рецепт обалденный. Пишите, как вы делаете это блюдо. Или вы ели такое блюдо. А я на этой ноте с вами буду прощаться. Впереди у меня ужин. Всего доброго. До новых встреч, ребята. До свидания. Всех люблю. Пока-пока. Пока-пока.